Всем привет! В этом видео я вам хочу показать кардиган кисточками. У меня уже готовый есть на канале белого цвета. Я вязала для дочки. И девочки мне попросили ВКонтакте, очень много вопросов, в Ютубе попросили показать. И результат мне тоже понравился. И решила я себе тоже вязать. Это Alize Bella, я потом подробно скажу, какой цвет, какой это, сколько я тратила, сколько не тратила. Смотрите, я набрала воздушную цепочку, сколько мне надо было. Я потом все буду писать, но все равно у каждого свой размер, как говорится. Поэтому смотрите, я обычно вязала столбики без накида. Или это полустолбик называется. Я, честно говоря, крючком не очень. Ну, как не очень? Ну, не сильно углубляюсь, как. Могу вязать, иногда вяжу. Мои считают, что крючок это грубовато. Ну, поэтому маловато я вяжу. Вот. Первый ряд мы вязали полустолбики без накида. Вот потом 3 петля воздушные вязали, надеюсь, вам видно. Потом вот через петельку будем столбик с накидом вязать уже. Еще одну воздушную петельку и через петли, через одного. Вот одну воздушную и через одного. Вот. Здесь ничего такого. Я даже не знаю этот узор как филень. Ну, наверное, нет. Даже не филень. Я так привыкла. Такие кардиганы я младшей дочке вязала аж 2 штучки разный цвет. Это очень давно. А кисточки как бы не делала. А сейчас потом придумала, может это, как я если не ошибаюсь, это называется стиль поха, что ли. И посмотрела, чего бы нет, кисточками хорошо. И еще здесь как хорошо, что эти кисточки можно делать, носить. Вдруг они ну, уже нехорошо выглядят или уже надоело, можно кисточки снимать, и кардиган можно долго и носить, и это чисто хлопок, и в машинке стирать, и ничего не будет. Самостоятельно вяжите до конца ряда, потом встретимся. Вот смотрите, до конца довязали. Девочки, смотрите. Старайтесь вот эти столбики с накидом вязать на изнанке. У меня вот это кардиган без шва, только на плечах шов будет. А вы как привыкли, можно и так отдельно, спинка, перед отдельно вязать. Ну, я думаю, зачем это надо? Не очень надо такое делать зря. Это будет очень аккуратно. Чего столбики с накидом на изнанке, смотрите, мы на изнанке вязали, вот одну петельку воздушную делаем, потом накид и полустолбики, чтобы на лицевой, всегда лицевой красивые петли получилось. Это вы обязательно имейте в виду. Я просто, это правильно, неправильно, я не знаю, я просто вот вяжу так, раз, с накидом полустолбик и 2 с накидом. Это если филейный, я сюда надо, да? А нет, я так не делаю. Вот я так делаю только вот это, где вот это окошко есть, в окошке. Раз и 2. Раз и 2. А на изнанке всегда столбики с накидом и через петельку. Вот эти петельки уже на изнанке будете вязать, смотрите. Вот. Если на изнанке уже будете вязать, вот отсюда, да, допустим. Вот так вот, смотрите. Вот, вот так. И вот это основание. Как бы, смотрите. Вот одну воздушную и вот это основание.
Видите? Вот. Здесь ничего такого нету, и узором не называешь. Ну, красиво. Я считаю, красиво, спокойно, свободно, как бы. Вот. И будете вязать до конца, до подмышки, сколько хотите. И подмышку я даже подрез не делала. Делаю просто так, спущеннее чуть-чуть рукава получается, потому что я там ничего не буду убавлять. Поэтому до подмышки будем вязать самостоятельно, сколько вы хотите. Кто-то длинный, кто-то короткий. Кстати, это можно делать как кардиган, средняя длина. Можно и до пола делать, если вам нравится. Можно и делать как жакет. Даже очень ну как очень короткий, чтобы попу закрыла. Вот такая версия тоже, наверное, очень красиво будет. Поняли? Вы будете вязать до подмышки и будем тогда встретиться. Вот, девочки, опять подключились. Я довязала до подмышки. Здесь трудно показать, но потом все понятно будет. Смотрите, я до подмышки вязала. Одна сторона вообще вязала, чтобы вам наглядно видно было. Здесь подрез я всего лишь чуть-чуть оставила. Даже считайте, что не оставила. Здесь ни к чему будет, потому что широкая рукава здесь очень. Смотрите, я дошла до подмышки и делила на две части полотно. Сколько вам надо до подмышки, у каждого своя, как бы, свой размер. Дошли. Вот, я ниточкой делала для себя, делила на две части. Потом одну часть оставила на спинку, а второй делила на два, это вот. И начинаю делать V-образный вырез. Вы можете делать V-образный. Я когда-то вязала себе, если найду качественную фотку, я покажу. Я это не первый раз вяжу. Я когда-то вязала Ализе Дивой себе красного цвета, дочке подарила. Там только кисточки не было. Там я, по-моему, как я помню, горловина круглая, как Шанель делала. Ну, сейчас мне уже нравится V-образный. Смотрите, сразу подмышки и убавки я делала сразу, потому что это же без пуговиц, без ничего. Я хотела, чтобы вот V-образный этот вырез большой был. Смотрите, как мы делаем. Вот вяжем. Сейчас покажу, как, чтобы вам видно было. На меня жалобы, что плохо фокусирует. Вроде бы посмотришь, фокус хороший. Когда ты вяжешь уже быстро, пальцы не успевают телефон реагировать. Ну, совсем медленно. Я постараться буду, чтобы медленно. Смотрите, если сначала кто-то этот узор не так понял, я еще раз как раз показываю. Дошли одну воздушную делали. Вот. Без накид, без ничего. Раз, два. Надеюсь, видно. Вот. Раз, два. Раз, два. Так и вяжем. Это очень хороший базовый вещь. Я когда-то на отдых взяла летом. Вроде бы все дырявый. Как бы ну, по вечерам очень даже хорошо. Если надо чуть-чуть что-то накинуть, это пускай вам не кажется, что дырявый. Не знаю, еще и кто где живет, и летом это по вечерам хорошо. Ну, у нас в Днепре вообще и в сентябре, и октябре можно это носить. Вообще у нас до Нового года сильно и осень-зимы нету. Это все начинается у нас после Нового года. Вот, видите? Вот. Это то же самое Ализе Белла. Я решила вот такой цвет. Вроде бы это, как я поняла по журналам. Я листаю иногда журнал в этом пряжном магазине. Там есть.
Вроде бы по журналам это написано стиль бохо, я не знаю. Правда нет, и поэтому выбирала такой цвет, как соответственно. Они любят такие молочные цвета делать, или светлый беж, даже не знаю, или кремовый это. Смотрите, вот, по идее мы должны вязать и эту окошку, и эту, да? Чтобы у нас убавки получилось, вот эту окошку перед последней не вяжем, сразу переходим на последнюю. Вот, раз и два. Правильно? И получается здесь одну убавку. Смотрите, аккуратно, правильно? А потом, как обвязать, тут все хорошо будет. Смотрите, в конце уже у нас же с накидом уже, поэтому надо раз, два, три. Я Америку не открыла, конечно, я даже не знаю, это узор, не узор, это на филе похоже, но там чуть-чуть другое. Я для себя уже 100 лет так делаю, и можно кофточки вязать на джемпер какой-то вязать и на майку одевать, тоже очень красиво, я когда-то вязала. Смотрите, накид, теперь вот эту дужку, вот, одну воздушную, накид, вот эту дужку я сейчас вам покажу. И дальше вяжем до конца. Смотрите, здесь по идее 1, 2, 3, да? Вот здесь. А у нас 1, 2 получилось. За счет этого у нас убавка равномерно будет получаться. Вот. Вот видите? И получилось V-образный вырез как бы. Вот я уже тут делала. Видите? Будете это V-образный вырез, у меня получилось, я потом напишу, сколько сантиметров или сколько окошек, даже здесь не знаю, по петельку это будет, ого, сколько петель. Смотрите, я вот до этого вязала, и мне получилось, что уже хватит, чтобы мне вот это плечи осталось. А здесь несколько рядов, вот видите, просто прямой вязала. И я вам тоже говорила, что сначала, да, надо делать вот так, чтобы лицевой получилось. Я вязала, и что вы думаете? Выбирала изнаночная сторона. Ну да, бывает странности у людей. Я сейчас покажу разницу, сами будете выбирать. Как бы мне понравилась та сторона, изнаночная, как будто там какие-то ручное шивное, знаете, петельки какие. Мне очень понравилось, я решила взять эта сторона. А вы делаете, как говорится, правильно или неправильно, это уже вы выбираете. Мне вот узор изнанки понравилось. Все как бы симметрично, все это, а размеры выбирайте сами. Здесь попетельно, не знаю, как вам написать. Ну, постараюсь как-то какое-то описание оставить. Ну, это очень легко вязать. Я тоже крючок не супер-пупер спец, ну, можно вязать. Не то, что вообще не знаю, ну, крючок грубовато мои девочки не очень любят. Смотрите, вот я выбирала вот изнаночный, вот видите, вот эти как шовчики. Мне вот это вот нравится очень, не знаю чего. Девочки, извините моего холодильника, я пару слов буду отключаться, дальше вязать. Вот, а это уже лицевой. А выбирайте как хотите. Мне вот это очень нравится. Вы разницу, надеюсь, видите, камера передает. Я думаю, передать, тем более, кто вязать умеет, это понимает, о чем речь. Смотрите, это очень базовый легкий вещь и легко вязать. Если у меня не надо было мастер-класс снимать, честно, за 2 дня, за 1,5 можно это вязать. Поэтому вяжите. У меня это чисто хлопок, можно и что-то другое. Я дивой вязала, если фотку найду, покажу. Это очень давно вязала. Вы же знаете, дива вообще живучая пряжа. Ну, как хотите, можно даже полушерсть вязать, какой-то темный цвет. Почему бы нет, осенью, теплую осень можно носить. Вы будете спрашивать, а эта сторона, как убавки делать? Смотрите, а эта сторона. Вот вязали, пошли. Вот,
А здесь вместо того, что вот вязали до этого, повернули, вместо того, что на это еще окошку делать, мы делаем на следующую окошку. Поняли? Одну пропускаем, вот получается вот такая штука. Когда вы будете обвязать, это все разрешается и все будет хорошо и нормально. Теперь вяжем до конца. Еще хочу вот показать плечевой. Это можно иголкой делать. Я соединила крючком. У меня 3 номер крючок. Смотрите, здесь как бы не очень грубый, хорошо. После стирки еще лучше будет. И здесь, смотрите, здесь я окошку не делала, потому что хотела, чтобы здесь более стабильно было. Здесь более как бы плотная вязка, чтобы здесь более держала плечо. И на мой взгляд очень даже красиво, даже не видно, что это шито, не шито. Потом будем подключаться, вязать уже рукава, а потом уже планку. Давайте, до новых встреч. Вот, девочки, уже довязала. Кстати, хочу вам сказать, что я же вязала очень большую пройму, оказывается. Я чуть-чуть здесь распустила, потому что хотела вроде бы пошире рукава, у меня получилось ого, шире. Оказывается, у меня не такие руки, слава богу. Смотрите, я довязала, убавила и еще пару рядов без убавки вязала. Теперь будем как бы шить. Не шить, а соединить крючком, как называется это. Вот. 2 дужки отсюда надо будет взять. Сейчас. Можно и иголкой. Я думаю, зачем. Раз крючок, пускай крючок и будет. Вот. Вот 2 дужки отсюда взять и 2 оттуда. Как назвать это, дужки или что? Где воздушные петельки. Надо это первое тянуть, чтобы аккуратно получилось. Не люблю, чтобы везде торчало. Вот. Смотрите. Я надеюсь, видно. Вот. Так будем соединить до конца. Вот так вот. Я просто спешу это вязать, что если кому надо, очень не просили, если кому надо, вязали, потому что уже, хотя смотря кто где живет, у нас и осенью можно одевать, нормально будет. Это так кажется, что ажурный ничего не даст что-то. Вот. И до конца. Так, вяжем. Видно, да? Вот, только 2 дужки отсюда и 2 оттуда. И будет очень красиво. А есть девочки, что вяжут, обычные вещи тоже вяжут спицами, и вот вместо того, чтобы сшить, они крючком соединяют. Когда-то я это тоже делала. Все пробовала. А сейчас предпочитаю, что без шва. Ну, если надо, можно шить, но без шва, конечно, лучше. Вот. Чтобы сильно длинное не получилось видео, я сейчас показывать буду на другой
Я это потом уберу. Просто результат хочу вам показать. Смотрите. Вот. Красиво. Даже не очень видно, что здесь что-то. Как будто какой-то узор получилось у меня на плечах. Смотрите, очень мне нравится. Очень аккуратно. А здесь только так. Потом после стирки еще красиво будет. Вот. Вот, следующие рукава у меня же готово было. Я хочу сразу показать, чтобы сильно ваше время не тратить. А то 2 часа получится видео. А рукава вообще по кругу будем вязать, не туда-обратно. Вот. Как я делала, как все задом наперед, я изнанку выбирала, значит, я вот этот на лицевой вяжу, чтобы на изнанке у меня узор получилось. А вы делаете или правильно, или как хотите. Вот по кругу я первый ряд вот так вяжу. Вот эти окошки 2 раза, 2 петельки, а здесь еще одну. Видно, да? 1, 2, а вот здесь одну. 1, 2, здесь одну. И по кругу так будем вязать. Я сейчас быстренько довяжу первый ряд и вам покажу. Это очень быстро вяжется. Вот дошли. Я первый ряд буду вот так соединить. Я так туго вязала. Я знаю, что крючком, когда вяжется, каждый ряд можно заканчивать как бы вот так и заново начинать. Все равно я сколько пробовала так вязать, я сколько раз смотрела даже у девочек видео, все равно даже сами хорошие вязальщицы, которые они знают, как вязать крючком правильно, все равно этот шов видно. Даже если не видно, но заметно. Мне не нравится. Лучше я всегда вяжу по кругу, лучше в конце как-то придумаю, чтобы оно не видно было. А так вот этот шов, который есть, мне не нравится. Поэтому я буду вязать по кругу, просто по кругу. И как помните, узор через одну петельку, вот одну, вот сначала я 3 воздушную цепочку, накид, потом одну пропустили, вторую вязали, вот так. Одну воздушную, одну пропустили, вторую вязали. Это та же самый узор получается, как бы. Вот. И я буду все время по кругу вязать, вязать, вязать. Вот я по кругу довязала. Дошла вот почти следующий ряд. Смотрите, вот я это имела в виду. Я сейчас должна была, смотрите, здесь соединить вот это. И начинать новый ряд, да? Но я так не делаю, я не знаю, это правильно, неправильно, воздушный делала. И уже начинаю второй ряд. Вот, по кругу буду так вязать, мне так красиво. Там никакой тут не будет, а в конце сильно ничего не будет, когда мы манжет будем вязать. Обвязать именно, не манжет, а обвязать. Потому что, смотрите. Вот, то, что я на изнанке вяжу, это пускай вам не пугает, я рассказала, что я выбирала изнаночный узор. А в лицевой, смотрите, то, что я вязала, все аккуратно, все красиво, правильно? Вот. И так будем вязать
рукава, сколько вам надо, сколько сантиметров будете вязать. Потом будем делать обвязку. И потом буду включать, показать, как обвязать рукава и как обвязать вот планку. И все, больше ничего не останется. Останется стирать и кисточки делать. Хотя я тот кардиган, который точки вязала, с кисточки не стирала. Ну, как сейчас получится, посмотрим. Или стираю потом кисточки, или наоборот. Вот, девочки, я одну рукава уже довязала. Вот. Это уже решать вам, сколько длина и сколько вот эту обвязку будете делать. И так как вы поняли, я выбирала изнаночный узор, поэтому я рукава вязала на изнанке. А обвязку уже, естественно, я вяжу на лицевой стороне, который я уже выбрала, который для вас изнаночный, да? Вот обычно просто без накид. Это, по-моему, полустолбик называется или столбик, не знаю, без накида. Вот так будете вязать по кругу, сколько вам хочется, сколько вы любите, чтобы этот манжет больше было, меньше было. Это уже ваше желание. Еще я хочу одну идею вам сказать. Я фотку оставлю в этом мастер-классе. 100 фотки я обещала, ничего страшного. Смотрите, вот это вы поняли, да? Просто будете вязать по кругу, сколько вы хотите. Вот результат вот такой. Я всего лишь 5 рядов вязала, а вы сколько хотите. Смотрите на это полотно, на этот узор. Я вязала в прошлом году. Моей младшей дочке Жасмин, одногруппница, рожала девочку, я вязала комплект. Я покажу вот этот комплект, будете взять на заметку. Это можно, я вязала, как вам сказать, одеял, плед, ну, плед, наверное, для ребенка. Там летний ребенок, смотрите, на коляску, как хорошо, очень даже, да, красивый плед. Я вязала платье, плед и еще зайчика вязала. Смотрите, узор какой. Это можно вязать спокойно, плед. Можно вязать длинное платье и чехол одевать, очень тоже красиво. Можно длинную юбку вязать. Это как идея, я вам рассказываю. Я сейчас отключаюсь, буду довязать рукава и будем уже планку вязать и стирать. Вот, девочки, я уже эту рукаву тоже довязала. Это рукава, смотрите, вот это пройму вы должны решать сами, сколько вам надо. Потому что это рукава, я как мне память этот подводит, это называется кимоно. Вот такой фасон. Потому что это рукава, не точная рукава, не реглан сверху, не снизу, а вот эта рукава на человека не будет сидеть очень красиво, здесь будет всегда сидеть, ну, как бы складками безобразно. Поэтому вот это пройму вы решайте, сколько сами хотите выбирать. И главное, чтобы потом, как вы вязали, чтобы оно не тянуло и не расширялось. Вот и все. Вот. А вот обвязать планку то же самое, как мы вязали рукава. Потому что здесь то же самое узор, как мы рукава вязали, правильно? Здесь вот смотрите, видно? Вот здесь одну, ну, как петельку вяжем, да, вот эти дужки, вот. А здесь вот эти окошки, 2 штуки, я же уже на мою плотность вот так хватает, оно не тянет и не расширяет планку. А вы, когда вяжете, будете контролировать. Вот это самая больная тема и спицами, и крючком, чтобы эту планку не тянуло. Конечно, лучше было сразу вязать, но мне туда-обратно
не нравится туда-обратно крючком, какие-то поростки получаются неплотно. Поэтому я не хотела. А вы смотрите. Вот одну, а здесь 2 раза. Надеюсь, не размыто. Еще я что хотела сказать. Вы понимаете, что мастер-класс я давно снимаю, и каждый день чуть-чуть снимаю, каждый раз, да? Если у меня видео будет разноцветно, то темный, то светлый, извините, пожалуйста. У нас в этом году такая летняя погода, непонятно. То светло, то темно. Я тоже сильно не могу ждать, пока солнце будет, потому что это же летняя вещь, хочется, чтобы вам доделать, показать. Поэтому, если что, извините. А если где-то что-то телефон размыто показывает, тоже извините. Я же не знаю, как делать, что все было хорошо. Вот. Буду учиться. Вы будете у меня учиться что-то вязать или идея, а я буду учиться, как снимать лучше и хорошо каждый раз. Хотя вязать тоже я учусь каждый день. Не думайте, что я прямо супермастер. Нет, я тоже учусь. Каждый день хочу улучшить. Вот так будем вязать по кругу. И сколько... Смотрите, я опять что-то странно делаю. Это правильно? Нет, не знаю. Для меня это правильно. Я буду вязать до конца. Обратный ряд изнаночный я вязать не буду, потому что мне не нравится, как выглядит. Я хочу, чтобы у меня получилось все вот такие одинаковые узоры, да? Поэтому я тот кардиган тоже так делала, и я вам рассказала. Я ничего скрывать не буду. Если даже это неправильно, я скрывать не буду. Я обрывать буду нитку и буду начинать заново отсюда, чтобы у меня все время вот эту планка получилась лицевой ряд. Поняли? А вы уже как хотите, как решайте. Вот крючком, когда я вяжу, оно ничего не видно, что я обрывала нитку или что. Я сразу прячу нитку и дальше вяжу. Поэтому ничего не видно, не бойтесь. Если вы не хотите, значит туда обратными рядами вяжите. Я буду тоже сами 5 рядов вязать. Потом будем встречаться или буду стирать, потом делать вот кисточки. Или делать, потом стирать. Посмотрю, как у меня получится. День как карты ложится, как говорится. Поэтому будем встречаться потом. Вот, девочки, все уже закончила, стирала, потом делала кисточки, потому что у меня времени не было. Пускай это дело вам не настораживает, потому что тот кардиган я кисточки делала и стирала. Ничего не случается. Просто чуть-чуть здесь слои открываются. Ничего страшного. Выглядит очень хорошо. Просто у меня этот раз так удобно было. Вот, хочу показать, как делала. Это вообще элементарно. Обычно, наверное, вы все знаете. Будете для себя выбирать, какая кисточка у вас будет, сколько сантиметров, сами решайте, сколько толщина тоже сами решайте. Я делала вот 6 пряж, 6 ниток здесь, вот. Так делала, потом делайте пополам, вот. Главное рассчитать вот эти поростки, чтобы равномерно делали, чтобы все ровно было. Я делала, смотрите, вот одну делала, потом 1, 2, 3, 4 делала. Я делаю крючком, чтобы быстро и удобно. Вот так одевайте сверху, с лицевой стороны, чтобы узелок было красиво. Вот. И так вот тянули. Вы, наверное, все знаете, что здесь нечего делать. А так вот так некрасиво. Поэтому сверху одевайте. Вот. Я делала вот такие. Мне нравится, очень красиво. Смотрите. Здесь
какой-то парадокс у меня получилось. Я в магазине даже не смотрела, уже довязала, одну оставила, естественно, чтобы вам показать. Это Ализе Бела, вы все эту пряжу знаете. А здесь, смотрите, ни цвет, ни партия, ничего нету. Будете, значит, камера передает почти правильно. Это после белого, как сказать, или молочный, или кремовый, или очень светлый беж. Ну, кто белую знает, наверное, понимает, о чем речь. Ну, видите, нету. Я еще и дочке отдала, думаю, смотри, может, я что-то не вижу. А раньше же на белое, что я вязала, здесь наклейка была, и там все написано, а здесь ничего нету. Ну, будьте этот. Израсходовала здесь я грамм 400, плюс-минус 390 с чем-то, вот такое, грамм 400. Смотрите, я описание как думала, не могла придумать, как это все попетельно написать, тем более, сами знаете, крючком я не мастер-фломастер, чтобы вас не запутать. Я подробно буду рассказать. Я узор показала, как обвязать показала, а тут уже нечего делать. Я еще покажу, у меня когда-то красный кардиган был, там рукава, по-моему, чуть длиннее. Если найду, фотку показываю. Еще я сказала, что на этот узор можно и детский плед на лето вязать, и детское платье. Мне нравится. Я выбирала изнанка, а вы как хотите. Вот. Смотрите, здесь что? Главное, чтобы воздушные цепочки выбирать кратно 2, чтобы узор получилось правильно. А вы будете набирать каждый свой это. Самое широкое место на тело можете примерять, набирать воздушную цепочку и дальше вязать до подмышки, потом делите на 2 части. Одна часть будет спинка, а вторую часть делите еще на 2, будет передняя часть. А рукава тоже видели, как делала. Смотрите. На спинке, на горловине, я здесь ничего не делала. У меня было ровно полотно. Потому что это как кимоно, здесь ничего, укороченные ряды или что-то азиатский росток, здесь никто не делает. Кимоно как кимоно. А когда я планку вязала, хочу сказать, что я чуть-чуть здесь убавила. Смотрите, иногда я убавила, чтобы получилось здесь, смотрите, как аккуратно и более, чтобы стабильно держала на шее, чтобы не болталась. И это тоже будете сами выбирать, сколько или убавить, или не убавить, каждый свое каждый на свой размер. Поэтому я здесь описание не могу написать, не знаю, как написать. Это все индивидуально. А вот насчет планки, смотрите, вот как красиво получилось. Вот, смотрите. Все видно, правильно? На мой взгляд, это очень хорошая вещь. А результат мне очень нравится. Я еще раз говорю, что я давно вязала, знаю эту вещь. Просто этот раз, знаете, чего я кисточки придумала? Не то, что прямо сама придумала. Я в магазине увидела кардиган шифоновый, а внизу бахрома. Вот внизу бахрома было сшиты. И думаю, почему бы нет, а мы можем вместо бахромы кисточки делать, и мне нравится. Вот это так делайте, если когда-нибудь эти кисточки уже вид теряют, или вам не нравится вот так носить кадами, да, потому что эта пряжа хорошая, это кадами можно носить. Вы можете потом снимать, можно пару рядов вязать, как вот планка, и будет кардиган обычный, чтобы эти кисточки не надоедало. Вот, а на мой взгляд, еще это можно на пляже носить, на купальник. Просто, наверное, это толстоватая нитка. Можно чуть-чуть тоньше взять, и такой халатик на купальник, я думаю, очень даже красиво будет. Это решать уже вам, как будете вязать. А то, что советую вязать. Здесь чисто хлопок 100%. Я стирала в машинке, кладила обычно. Но только кладить надо и
и нужно, я считаю, чтобы товарный вид было, как говорится, просто, без фанатизма. Не то, что так гладить, чтобы вот эти узор все плоские стало и как бы вещь испортилась. Нет, можно слегка гладить, чтобы на улице выглядело все хорошо. Это... А так, вяжите. Мне нравится, я советую. Девочки, которые заказали у меня мастер-класс, вот такой мастер-класс получилось. Если что-то не так объяснила, пишите, с удовольствием буду ответить. Я с вами тоже учусь, как снимать, как это. Это же тоже для меня очень как бы новшество. Вроде бы все знаешь перед камерой, как держать, как это другое. Кто если снимал, знает. Ну ничего, будем учиться. Вот такой красивый кардиган у меня получилось. Если такая идея вам понравилась, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайки. До новых встреч!